Знаешь, есть одна вещь, которую я вижу абсолютно у всех, кто хочет начать свое. Они ищут правильную систему, правильного наставника, ждут тот самый момент, когда всего будет достаточно. И при этом уже обладают тем, что ценнее любой системы. Просто не видят этого. Я сам через это прошел. Годами работал в машинном отделении круизного лайнера. 40 градусов жары, рев двигателей, полная изоляция. А наверху люди отдыхали. Я был той невидимой рукой, которая делала это возможным. Отказался от повышения, которое все считали мечтой. И переехал в Одессу начинать все с нуля. Я думал, что у меня вообще ничего нет. Ни опыта, ни базы, ни правильной истории. Это была иллюзия. Свой опыт мы называем просто жизнью, а чужой – системой и примером. Но вся ценность была у тебя все это время. Ты просто смотрел не туда. Ты листаешь ленту и видишь, люди без офиса, без команды зарабатывают в разы больше тебя. И тогда думаешь, они знают что-то, чего не знаю я. Начинается гонка. Курсы, марафоны, гайды. Знаний все больше, движения ноль. Почему? Потому что эти курсы создают люди, которые уже давно прошли свой путь. Они уже давно забыли, каково это просыпаться в съемной однушке и думать, с чего вообще начинать. И тогда тихо появляется вопрос, а кто я вообще такой, чтобы что-то строить? У меня же ничего особенного. Я задавал его каждый день, первые полгода в Одессе. Сидел в кафе на Дерибасовской, открывал ноутбук и пальцы замирали. Кому я нужен со своей историей? Это же просто жизнь. Что тут такого? Настоящая проблема не в отсутствии опыта, а в том, что ты смотришь на него и не видишь никакой ценности. Самое ценное, что у тебя есть, это не знания и не навыки из курсов. Это то, через что ты реально прошел. Все моменты, которые ты до сих пор называешь просто жизнью. Все трудные периоды, которые тебя ломали. Все странные решения, за которые тебя осуждали. Все повороты, которые казались ошибками. Навыки можно скопировать. Твой путь нельзя. Именно поэтому один человек может построить бизнес, которому люди искренне доверяют. Я это понял только когда перестал искать ответы снаружи и посмотрел на свой путь как на самый главный актив. И сейчас я покажу тебе, почему большинство этого не видят. Когда мы говорим про солопренерство или бизнес одного человека, на деле речь вот о чем. Один человек с реальным прожитым опытом помогает тем, которые застряли ровно там, где был он когда-то. Все. Без инвесторов, без команды, без офиса и стартового капитала. Тебе не нужен диплом, не нужен кейс на миллион, не нужен стартовый капитал. Тебе нужно только одно – быть тем, кто уже прошел путь, по которому другие только идут. Почему большинство не видит ценность в своем опыте? Это называется слепое пятно опыта. Ты уже прошел через что-то, и это для тебя стало обыденным. А люди вокруг сейчас чувствуют страх и растерянность, как ты когда-то. Ты думаешь, это же очевидно, а они думают, это невыносимо. И это слепое пятно состоит из 3 вещей. Школа плюс университет научили нас, что правильный ответ всегда приходит сверху. Ты всегда получатель и никогда источник. Культура. А кто ты вообще такой? Не высовывайся. И этот голос особенно громко кричит, когда ты уже почти решился. И неправильное сравнение. Ты сравниваешь свое начало с чьей-то серединой. Я сам месяц назад чуть не отказался снимать первое видео из-за этого голоса.
Людям не нужны красивые системы. Им нужен именно ты, настоящий, со всеми своими ошибками, страхами и выводами. Теперь самое главное. 4 шага, которые ты можешь сделать уже сегодня. Шаг 1. Вытащи свой опыт на свет. Открой заметки или возьми лист бумаги. Ответь себе честно, какие периоды за последние 3-5 лет до сих пор вызывают у тебя сильные эмоции, когда ты о них вспоминаешь. Болезнь, восстановление, токсичные отношения, увольнение, переезд в другой город с нуля. Период, когда все рушилось, а ты все равно встал. Пиши все, без цензуры. Если думаешь, это слишком обыденно, пиши дальше. Это и есть твой живой капитал. Шаг 2. Увидь своего человека. Возьми один пункт из списка, тот, где эмоции до сих пор живые. Теперь представь человека, который сейчас находится ровно там, где был ты. Сколько ему лет? Что происходит в его жизни прямо сейчас? Какой вопрос не дает ему спать? Когда ты его увидишь четко, ты перестанешь гадать, что создавать. Шаг 3. Расскажи первую историю. Возьми одну историю и расскажи ее публично. Не учи, не давай советы, а просто расскажи. Вот что было со мной, вот что я чувствовал, вот как это меня сломало и как я все равно пошел дальше. Один пост, одно короткое видео, конкретные детали. Я сам месяц назад сделал то же самое. Вышел на улицу и, несмотря на страх, рассказал свою первую историю. Если после этого кто-то напишет: блин, это прям про меня, ты уже на правильном пути тогда. Просто сделай это сегодня. Не когда будет подходящее условие, а сегодня. Шаг 4. Сделай первый живой обмен. Когда кто-то напишет тебе: я сейчас прохожу через то же самое, не отвечай, держись. Поделись своим реальным опытом, честно и по-человечески. Именно в этом живом разговоре рождается настоящее доверие. Из него потом вырастает весь твой солопренерский бизнес. Ты не ищешь правильную систему. Ты просто до сих пор не признавал, что она уже у тебя есть. Весь твой путь, все решения, которые ты принимал со страхом, все шрамы, которые ты называл просто жизнью, это не багаж. Это твой главный капитал. Единственный человек, который может все это обесценить, это ты сам. Не делай этого. Перестань искать ответы снаружи. Начни смотреть на свой собственный опыт. Потому что именно там вся сила. Будет момент, и он придет почти наверняка, когда ты сделаешь первый шаг, а в ответ тишина. Один лайк, и тот твой. И тогда в голове появится вопрос: может быть, это и правда не работает? Это не значит, что ты ошибся. Это значит, что ты только начал. В следующем видео продолжим, разберем подробно, как это все выглядит в реальной жизни. Если готов продолжать, подписывайся, чтобы не пропустить. Увидимся.